Привет, это пересказ фильма «Комната 1408». Майк является обычным писателем книг, связанных с историями, призраками и разными потусторонними местами. Этой ночью он занимается как раз своей работой в одном из отелей, в котором, по слухам, водятся призраки и не только. Ночь проводит он спокойно и ничего потустороннего он все-таки не находит. Уже на следующее утро он записывает свои мысли на диктофон и едет по поводу работы. Но пока у него было много времени до работы, плюс была записана встреча как раз писателя со своими поклонниками, он туда и приезжает. Но его никто не знает, никто не видел и не понимает, что он там делает. Ему приходится доказывать, что он и есть писатель, хотя он там уже и записан. Публика его состоит всего лишь из нескольких человек. Ему задают вопрос, видел ли он хотя бы одного призрака, но Майк грустно отвечает, что хотел бы, но, к сожалению, еще этого у него не получилось сделать. Немножко настроение его поднимается, когда к нему подходит одна из поклонниц и дает ему старый его роман, который он когда-то написал. Он любит экстрим и поэтому обычно любит кататься на серфе. Но в этот раз он отвлекается, теряет бдительность и чуть ли не тонет. Вспомнив, что сегодня день его рождения, он заезжает на почту собрать целую макулатуру всякой хрени, которая даже, может быть, к нему не относится. Но Майка заинтересовывает одна открытка из нью-йоркского отеля «Дельфин», на которой написано ручкой, чтобы он не входил в отель в номер 1408. Эта ситуация немножко начинает поднимать ему настроение, и он идет лазить в интернет. Майк принимает решение, что нужно все-таки провести пару выходных там, и хочет забронировать этот номер, но он занят. Неизвестно, когда он освободится, и оператор вешает трубку. Майкл начинает звонить своему товарищу по работе и говорит, что он все-таки хочет вернуться по своим рабочим делам в Нью-Йорк на пару дней. Из разговора нам становится ясно, что Майк был женат и у него была дочь. Но что-то случилось, и они расстались. Его жена живет в Нью-Йорке, но он с ней связываться не хочет, ведь он всего лишь приезжает отдохнуть на пару дней. Майк был много раз в Нью-Йорке, но ни разу не видел этот огромный отель, который его удивляет по приезду туда. Он хочет зарезервировать номер 1408, написано, что перед регистрацией нужно связаться с менеджером. Но вместо менеджера выходит сам директор этого отеля, который начинает предлагать ему, типа, пойдем, я могу тебе указать любые услуги, вино, водка, даже что-нибудь веселое, но тебе этот номер не нужен. Майк опытный в этих вопросах и настаивает, что ему нужен именно этот номер. Поэтому директор предлагает ему пообщаться в более спокойном месте у него в кабинете. Оказывается, что директор знаком с этим Майком, но не лично, он читал некоторые его книги, а Майк даже этому польщен. Ему нужен этот номер, и он уже подготовился. Директор говорит, что там были трупы, Майк все знает. Он начинает спорить с директором, сколько там было трупов, называть их поименно и как кто из них был мертв. Но у директора есть козырь. Он говорит, что там были обычные смерти, а были еще и необычные, и число их не было в несколько раз выше. Аж 56 и того примерно. Директор говорит, хер с тобой, белая жопа, и соглашается проводить его до этажа. Он дает ему вискарь, папку с личными данными тех, кто там был убит, и желает веселой ночки. Приехав на этаж, он его переспрашивает, не готов ли он передумать, но Майк не принципиально. Пока Майкл искал свой номер, он нашел уже несколько информации про убитых там и уже нашел тот самый номер. Он открывает его ключом, хотя все остальные пользуются картами, и, включая свет, не видит ничего необычного. Сразу показывает свое отношение к этому номеру, ему не нравится планировка, не нравятся картины, все скучно и хочется просто от скуки сдохнуть. Единственное, что достойно своего вида, это вид из окна. Но вдруг сзади появляется звук, и откуда ни возьмись две шоколадки, которые лежат на подушках. Майк думает, что какой-то ниндзя забежал и где-то спрятался, потому что шоколадок до этого не было. Он начинает его искать, но в итоге нигде никого не находит. Одну из них съедает, и термостат начинает барахлить. Он звонит менеджеру, чтобы тот прислал мастера. Приходит мастер, но Майк дверь полностью открыть сразу не может. Мастер говорит, что он ни в коем случае не зайдет в этот номер, но Майк сам может починить термостат. Благодаря совместным усилиям и советам, Майк все-таки его чинит, а мастер испаряется.
Майк уже начинает засыпать, думая, что как раз и эта история просто улетит в трубу. Но тут появляется звук, часы сходят с ума и начинается непонятный отсчет. Майк хочет убежать, но не получается. Дверь заклинила, и он ломает ключ. Ключ вытащить нельзя. Майк понимает, что ему становится скучно, и он решает поорать в окно. Но верхняя створка падает и ранит Майку руку. Он начинает искать, чем бы все вытереть, промывать. Но включается кипяток, и он еще получает маленький ожог. Он ломает кран, не может открыть дверь, не может никому дозвониться и начинает орать в окно соседнего дома. Но оказывается, что в окне что-то происходит не то. Силуэт повторяет те же самые движения, и это оказывается Майк, которого убивает какой-то лысый психопат. И тут же за него появляется такой же психопат. Но оказывается, это все либо призрак, либо глюк. Тут он видит, что из туалета их непонятный свет. Он подходит и видит своего умирающего отца. Он говорит, что скоро то же самое случится уже и с Майком. Он думает, что нужно выбраться, но его никто не слышит, и в итоге, вспоминая про соседний номер, он хочет выбраться уже и через окно. Он рассчитывает шаги и вылезает, стараясь не смотреть вниз. Майк храбрец, и ему плевать на все, он считает шаги и уже в ожидании, что сейчас появится окно, но оно не появляется. Почему? Ну потому что он попал в какое-то непонятное пространство. И впереди вместо окна сплошная длинная стена. Но заползти полностью в номер у него не получается, потому что жирный призрак бабы хочет его укусить. Он наблюдает, как фантомная женщина падает вниз, и так же, как та херня испаряется. Он не понимает, что делать, и видит, как в соседней комнате сидит где-то он же, но со своей женой обсуждает смерть ихней дочери. Он вспоминает про свою бывшую и хочет ей позвонить, но связь не получается наладить, потому что включается вода. Он понимает, что единственный выход выбраться из этого номера через вентиляцию. И пробует залезть туда, но там уже сидит бывший камевояжер этого отеля, который сделал когда-то здесь свое самоубийство. Эта встреча Майку не нравится, и они расходятся. Тут Майк вспоминает про Бога и включает мозги, чтобы найти Библию. Он ее находит, но в Библии ничего нет, белые страницы. Тут Майк сидит и не понимает, что ему вообще делать, и видит, что в шкафчике начинает гореть свет. Он открывает, а там принтер выблевывает из себя платье его дочки. Майк, сидя и ёбнувшись от этого всего, думает, что надо что-то предпринимать. Внутри начинается минусовая температура, и он начинает все равно пытаться назвониться до своей бывшей. Тут Майку хочется просто поорать, потому что везде начинает течь вода. Он подбегает к картине, но из картины вытекает целая волна. И мы возвращаемся к тому моменту, когда он чуть не утонул, катаясь на серфе. Они даже планируют, может быть, устроить все снова по новой. Ну, умерла дочка, да и хер с ней, можно ведь сделать и новую. Однажды Майк заезжает на почту, чтобы собрать какие-нибудь открытки и, возможно, письма. Но тут он видит ебальники, которые были в том самом отеле. Работники начинают ломать все это помещение, и оказывается, что он до сих пор находится в этом проклятом номере. Тут к нему выходит его умершая дочка, которая умерла от рака. Он начинает ее обнимать, говорить, как она любит его, как он ее любит, но она резко растворяется. Номер меняет свое пространство, и теперь это обычный номер, как будто когда он только что зашел. Время проходит, и Майкл не понимает, что за хуйня здесь вообще происходит. То у него петли висят, то какие-то призраки бьют по стене. С Майклом связывается оператор и говорит, что есть только один способ выбраться из этого номера. Только с помощью самоубийства. Майкл шлет оператора нахуй, идет бухать и поджигает весь отель, начиная со своего номера. Внизу уже подъехала его жена, которая каким-то образом узнала, связалась с Майклом, пока тот был в агонии, и приехала в отель, чтобы как раз найти его. У Майкла и его бывшей жены, а скорее уже новой жены, все по-хорошему. Он сидит у нее в доме и находит тот самый диктофон, на который он записывал свои мысли, пока был в отеле. Его бывшая жена, находясь недалеко от Майкла, слышит, как Майкл и их неумершая дочь общаются между собой.